Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня видео о раскрашенном за месяц. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Сейчас я попью кофе. Я тут раскрашивала, доделывала свои недоделки в двух раскрасках. Ну и, соответственно, приберусь и сниму для вас видео, покажу свои раскрашенные работы. Я задействовала 18 раскрасок и, по-моему, сделала 20 иллюстраций. Как-то так. На столе я убралась, и сейчас уже покажу, что же я раскрасила. Начну с раскраски по номерам. Я буду показывать, вот как я сняла с полки, как положила, так и буду показывать. Здесь у меня вот эта иллюстрация. Простая, фломастерная. Такая вот отдыхалочка. Я, как уже говорила, пару месяцев как поохладела к раскраскам по номерам. Но вот это такой неплохой вариант, потому что раскрашивается быстро и в целом имеет место быть. Далее удивительные цветы. Обожаю данную раскраску, она вообще прекрасна. И здесь я раскрасила вот такой букет. Натерла, как водится, салфеткой для дополнительного блеска. На фоне у меня немножко сухой пастели, самую малость, прям, а может быть, я даже в принципе растерла сам пигмент. Я уже даже не помню. В общем, нежно и мне нравится. Здесь в основном я никогда фон не делаю, за редким исключением. Раскраска сладости. И в этом месяце тоже я наконец-то до нее добралась. И сделала здесь одну иллюстрацию, вот такую. Вкусняшки раскрашивала карандашами Берлинга пастельными, а фон детской акварелью Луч. Следующее — это зачарованный сад. Кстати, сладости мне подарила Марина и Юля, и эту раскраску тоже Марина и Юля дарили. Канал Маринины раскраски и полка с раскрасками. Ну и в этот раз я раскрасила вот эту иллюстрацию. Так, сейчас я посмотрю. Стоп. Да, именно эту я и раскрашивала. Тут на фоне акварель, по-моему, а так я раскрашивала карандашами Брауберг, который мне подарила Оксана. Спасибо огромное. Вот сейчас, по ходу, я с удивлением обнаруживаю, что у меня тут нет в стопочке раскраски «Удивительные животные». И получается, что, значит, я ее в этом месяце и не раскрашивала. Это странно, потому что я ее очень-очень люблю. Ну ладно, значит, в следующем месяце я сделаю 2 иллюстрации. Следующая раскраска — это также был подарок. Подарок от Виолетты на день рождения. Чудесные цветы, сюжеты для акварели. Замечательная раскраска. И, в общем-то, первая иллюстрация и была мной раскрашена. Конечно же, акварелью в кюветках, потому что здесь именно самое то раскрашивать. Виолет, спасибо огромное. Раскраска, конечно, очень классная. И по тематике, и по бумаге. Цветочные узоры. Тут тоже букетик вот такой. На фоне сухая пастель Мунга.
Ну и карандаши, в общем-то. Раскраска неплохая, и даже, я бы сказала, хорошая, но почему-то я редко в ней раскрашиваю, стоит она себе на полке и стоит. А тут я, когда снимала видео, пролистывала все и поняла, что вообще-то много вот таких вот классных иллюстраций, да и, честно говоря, узоры тоже очень хорошие. Так как в этом месяце День космонавтики был, то я задействовала раскраску «Космос» и раскрасила вот эту иллюстрацию. Детская акварелью луч, блестки луч, маркеры из Fix Price. В общем, все сверкает. Такое вот яркое, позитивное. Я тему космоса люблю. Видите, у меня и закладочка такая в тему. Следующее это Ханна Карлсон «Заколдованный лес». Я вообще, честно говоря, забыла, что, где я красила. Для меня это, когда я снимаю видео, мне самой очень интересно. Потому что реально иногда смотришь на раскрашенное и думаешь, неужели я это раскрасила? Вот что тут получилось. Здесь у меня, по-моему, полихромосы. Здесь сухая пастель Мунга. Тут аутлайнеры из Fix Price. Я взяла такой малиновый или розовый, как он там называется. И как раз очень хорошо вот такие переливы, серебро и малиновый цвет. Здесь я не помню, наверное, акварель в кюветках была, а может быть детская акварель. Нет, скорее всего в кюветках, потому что вот немножечко здесь пятнышко, значит это кюветки. Ну, как-то так. Далее у меня тоже идет Ханна Карлсон «Магический дом». И тут сейчас покажу, что тут у меня. Тут была раскрашена вот эта иллюстрация. В целом мне нравится, как получилось. На фоне акварели луч. Ну, плюс карандаши, мэджики, металлики. Все такое. Мария Тролли «В час заката». У Марии Тролли это моя любимая раскраска. О, пока перелистывала, уже в сухой пастели испачкалась. Посмотрим, что у нас тут. А тут вот такая иллюстрация. Опять же, напрочь не помню, что я ее раскрашивала. Дайте-ка я... Так. Проверила свой блокнот и правда ее раскрашивала. Вообще удивительно. Ну, правильно, потому что раскрасила, забыла. Дальше пошла раскрашивать. Вот хорошо, что записываю. Иначе я бы точно не вспомнила. Следующее это «Дивная луна». Тут вроде бы как получается целых две. Или это разворот, не помню. Сейчас посмотрим. Нет, это не разворот. Это просто две иллюстрации. Здесь у меня карандаши и Виста Артиста карандаши еще акварельные, ну и мэджики. Ну а здесь акварель, просто детская акварель. Тут и мэджики тоже обязательно, куда без них. Здесь вот какие-то карандаши, я уже не помню, какие именно. Вот. Потом «Рассветный час».
Ханна Карлсон. И тут у меня... А тут я как раз-таки доделывала вот эту иллюстрацию, потому что в прошлом месяце я, видимо, одну сделала, абсолютно точно сделала, а вторую начала и забыла. Потому что обычно в каждой раскраске у меня идет именно одна иллюстрация. Это я еще все не привыкну никак, что я не составляю теперь планы. Здесь у меня брутфунеры. Немножко гелевые ручки Сакура, потом краун голубая и гуашь. Такая пастельная желтая, пастельная голубая. Сухая пастель. Ханна Карлсон «Дневные грезы». Опять же, каждый раз удивление. Что же тут я раскрасила? А здесь я раскрашивала вот эту иллюстрацию. Она мне вроде бы нравилась, я много раз на нее смотрела, надо бы раскрасить, потом я про нее забывала, или мне не было настроения. В этом месяце решила, думаю, возьмусь все-таки за нее, пришло ее время, и в итоге все равно я ее как-то долго красила. Вот что-то как-то так бывает. Ну, здесь эти манделузы и сухая пастель, и немножко гелевые ручки, самую малость. Ну, с обратной стороны вот там немножко протекло, но это вообще, я считаю, не страшно. Далее «Дыхание весны» раскраска. Это, я помню, мы друг другу с Оксаной на день рождения подарили. Ну и с тех пор раскрашиваем вместе. В этом месяце к Пасхе была мной раскрашена вот эта иллюстрация. Использовала акварель в кюветках, так как односторонние иллюстрации. Ну и перламутровую акварель, или там «Белые ночи» перламутр. Гелевые ручки, сухая пастель, всего понемногу. Ну, я думаю, вы это могли видеть, кто смотрел «Хобби совместник». Также большая книга раскрасок с наклейками принцессы. Я ее начала в этом месяце. Кто впервые на моем канале, не удивляйтесь, что здесь она в таком состоянии. Я ее покупала за копейки на складе, потому что она именно была такая вот вся покоцанная. Раскрашивала детской акварелью с огромным удовольствием. На фоне сухая пастель Мунга, немножко вот блесточек луч. Получила удовольствие. Вот эту рамочку, где должны быть наклейки, я сделала блестками, и причем здесь, видите, довольно-таки фактурно получилось. Бумага здесь нормальная, с обратной стороны ничего вот не протекло, можно спокойно раскрашивать. Далее тоже детская раскраска, супер раскраска сказки. Здесь у меня вторая, в общем-то, иллюстрация уже. В этом месяце я вот это раскрасила. Я прямо отношусь к ней как к такой вот детской, но немножко... Я не стараюсь раскрашивать как взрослый человек и не как ребенок, что-то среднее. Прям вот для меня отдыхалочка. Здесь у меня детская акварель луч, также гуашь, потом карандаши, всего по чуть-чуть, перламутровая акварель. Просто получала удовольствие. Единственное, что вот здесь, когда я раскрашивала, я добавила гелевую ручку немного. А здесь не добавила, и, наверное, сейчас я, когда отсниму видео, я добавлю ручку. Я уже вся в пастели. Также в этом месяце как-то он богат, получается, на совместники, на всякие поводы. Был день танца. И у меня с танцами есть разные раскраски, иллюстрации.
Ну, я взяла «Королева танцев», потому что, честно говоря, несмотря на то, что это, казалось бы, мой профессиональный праздник, я про него забыла. Вот мы с Оксаной решили, как всегда, тематически пораскрашивать, и мной была раскрашена эта иллюстрация. Здесь мэджики, полихромосы, дервенты, мастер-класс карандаши, перламутровая акварель луч, фикс-прайсовские карандаши, карандаши для кожи, из фикс-прайса вот эта гелевая ручка с ультраблеском. Ну и в заключении хочу показать «Волшебный мир Средиземья» Толкина. Тут мы с Оксаной красим по порядку, как вы знаете, каждый месяц. В этом месяце я раскрасила вот это, ну и у Оксаны та же самая. Здесь вот я окрасила акварель в кюветках, которые «Белые ночи», Виста Артиста, сухая пастель Мунга, здесь Монделуза с размытием, мэджики. Тоже тут Монделуза, еще какие-то карандаши. Ну вот мастер-класс. Как-то так. А, еще Берлинга Металлик задействовала, карандаши для кожи. Всего по чуть-чуть. Вот так вот получилось. Так что она здесь у нас уже прям хорошо заполнена. По моей нумерации это уже 33-я страница. Вот столько много я раскрасила. Ну что ж, это было все, что я хотела вам показать. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжие 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Также я желаю вам хорошо провести эти праздники, возможно, на природе. Ну а если никуда не поедете, то хотя бы дома с раскрасками, чтобы вам было тепло, уютно. Ну и до скорой встречи. Пока-пока.